Приветствую вас, друзья, на канале New Space. Меня зовут Алиса, и сегодня в новом выпуске Newsweek вы узнаете: Starship SN10 стал первым прототипом, совершившим посадку, при этом удовлетворив и любителей взрывных зрелищ. Perseverance вовсю осваивается на Марсе и уже потихоньку делится уникальными кадрами. Crew-1 стала самой продолжительной пилотируемой миссией США. Китай планирует создать свой сверхтяж для миссий на Луну и Марс, и даже уже показаны первые прототипы. Кажется, где-то мы уже это видели. Blue Origin откладывает первый запуск New Glenn до конца 2022 года. Rocket Lab приближается к тому, чтобы стать публичной космической компанией. В этот же день они анонсируют свою новую ракету Нейтрон, а Питер Бек исполняет обещанное и таки пробует кепку на вкус. НАСА выбрали новый Гравен на разработку аппарата для доставки образцов с поверхности Марса на Землю. Все это и кое-что еще интересненькое в выпуске. Давайте скорее смотреть! Друзья, а мы начинаем этот выпуск с легендарного полета прототипа космического корабля Starship SN10, который состоялся в ночь с 3 на 4 марта по московскому времени. Давайте еще раз насладимся этими невероятными кадрами. Это первый прототип, который таки совершил посадку, несмотря на взрыв после. А теперь по порядку. Что же интересного произошло на площадке в Бока-Чика за последнее время? На площадку доставили сегмент рулей, очевидно для Super Heavy, отчетливо видны следы сварки. Raptor SN27, который летал на Starship SN5, вернулся, надеемся, для ремонта. На орбитальной стартовой площадке начали сооружение конструкций под заправочную инфраструктуру. Скоро площадка станет еще масштабнее. Также SpaceX скоро начнет строительство башни обслуживания Starship в Бока-Чика. А как мы об этом узнали? Эс-Падре написал в своем твиттере о том, что один из его друзей позвонил ему и сказал, что переезжает в Бока-Чика, чтобы построить какое-то здание высотой 137 метров. Начало работ через 3-4 недели, контракт на 1 год. А теперь внимание! График работы 7 дней в неделю, 12 часов в день. Теперь понимаете, почему SpaceX ведущая компания в своем сегменте? Остается просто восхищаться трудолюбием сотрудников SpaceX и брать за пример. Идет сборка конуса SN15, но самое интересное рядом. Новые части прототипов на фото перед вашими глазами. Пока неизвестно, для каких целей внесены изменения, но уже появились предположения о тестовой шайбе для вакуумных рапторов и конструкции для установки полезной нагрузки. Вы, конечно, помните недавний подкаст Джо Рогана с Илоном Маском. Оказалось, Роган мало что знает о деятельности SpaceX. Последние полгода SpaceX постепенно увеличивала количество плиток на прототипах Starship, начиная от тех, которые никогда не покидали Землю, и заканчивая высотными Starship SN8 и SN9. Эти плитки выросли с горстки 4.8 на Starhopper в 2019 году до буквально сотен на Starship SN10. Во время ранних наземных и прыжковых испытаний некоторые из керамических композитных плиток падали или раскалывались. SpaceX пытается определить, как расположить плитки на прототипе, не слишком далеко и не слишком близко друг к другу. Если у вас есть идеи по этому поводу, скорее пишите их в комментариях. Задача теплового экрана Starship в виде таких плиток заключается в том, чтобы защищать его от экстремальных тепловых нагрузок во время входа в атмосферу. Если отдельные плитки расположены слишком далеко друг от друга, плазма попадет между этими плитками и начнет нагревать корпус. В случае со Starship стальной корпус более чем в 2 раза устойчивее к нагреву при входе в атмосферу, чем Space Shuttle с его алюминиевыми рамами, но несколько миллиметров стали не защитят от прогара или разрушения. А теперь представьте, вот едете вы по залитому солнцем шоссе где-то в Техасе, и на дорогу выезжает одна из ступеней Falcon Heavy. Ваши ощущения? Вот и пользователь Facebook Джейсон Миллер был очень впечатлен и сфотографировал центральную ступень Falcon Heavy. Все ступени SpaceX перевозят прямо по дорогам общего пользования. Это последний из 3 сегментов, который необходим для ближайшей миссии Falcon Heavy. 4-й запуск Falcon Heavy, известный как US Space Force 44, в настоящее время планируется не ранее конца мая или июня 2021 года. Помимо этого стало известно, что ракета-носитель Falcon Heavy является ведущим претендентом на запуск миссии Европа Клиппер в октябре 2024 года. Она использовалась при планировании альтернатив SLS. Однако рассматриваться будут все доступные коммерческие ракеты, имеющие нужную лицензию. Миссия должна была быть запущена на SLS по планам, но из-за потенциальных проблем совместимости оборудования между аппаратом и SLS НАСА полностью отказалась от идеи запуска миссии на SLS.
А в заключении этого блока предлагаем вам ознакомиться с занимательной статьей про жителей деревни Бока-Чика и оценить их взгляд на тесное соседство рядом с космодромом. Ссылка в описании к этому видео. Второй бомбической новостью этого выпуска является нашумевшее прибытие на Марс марсохода НАСА Perseverance. 18 февраля в 23:55 по Москве, через 11 минут 22 секунды после реальной посадки был получен сигнал от марсохода вместе с первыми кадрами с Красной планеты. Мы с командой New Space проводили стрим этого знаменательного события и много разговаривали о космосе и не только. Если вдруг вы захотите пересмотреть и проникнуться живыми эмоциями, то ссылка на стрим также в описании к этому видео. Позже на брифинге стало известно, что место посадки находится в 1,5 километров от центра посадочной области. Аппаратура выбрала ровное место. 4 соло будут идти проверки. Если все пройдет хорошо, отправят новую прошивку для передвижений. Будут первые попытки двигать манипулятором и ездить. 3 камеры во время посадки снимали парашюты. Одна на посадочном кране снимала ровер, одна на ровере посадочный кран и одна на ровере поверхность. 10-20 сол уйдет на поиск места для отстыковки дрона. Автопилот марсохода будет отключен, чтобы ничего не повредить. Еще 30 сол на отстыковку, проверки и отъезд в безопасную зону. После этого марсоход сможет свободно передвигаться. Научная деятельность начнется примерно в середине лета. А теперь вопрос к вам. А вы помните, чему равен 1 сол на Марсе? Ответы ждем в комментариях. На борту марсохода Perseverance есть любопытная вещь под названием Mars Dial. Это солнечные часы, которые также служат для калибровки камер и передачи посланий. Впервые они появились на роверах Spirit и Opportunity, потом на Curiosity и теперь на Perseverance. Раньше цитата на часах гласила «Два мира, одно солнце». На Curiosity она звучала как «На Марс, чтобы исследовать». На часах Perseverance написано «Два мира, одно начало». На краю часов Perseverance есть сообщение, которое гласит «Мы одни, мы пришли сюда, чтобы искать признаки жизни и собирать образцы Марса для изучения на Земле. Тем, кто последует за нами, мы желаем безопасного путешествия и радости открытий». А теперь предлагаем вашему вниманию цветные кадры с поверхности Марса, сделанные марсоходом. На первом кадре показан марсоход с камерой на небесном кране, который разбили подальше от места посадки. А этот снимок от MRO, кружком выделено место посадки. Остальные фото сделаны уже после приземления. А вот вам и видео посадки. Отдельно был записан звук уже после приземления, но для вас мы совместили эту красоту. В конце можно даже услышать порыв ветра. Позднее удалось распознать пасхалки в узорах парашюта Perseverance «Dare Mighty Things», что в переводе означает «Дерзайте на великие дела». Внешнее кольцо – это координаты JPL. А еще у нас есть невероятное интервью разработчика марсианского вертолета. Мы опубликовали его в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылку на интервью, конечно же, крепим к этому выпуску. НАСА продлила финансирование Института трансляционных исследований в области космической медицины в Хьюстоне до 2028 года. Институт тесно сотрудничает с НАСА для продвижения инноваций в биомедицинских исследованиях, чтобы защитить астронавтов в дальнем космосе. В декабре 2020 года НАСА подвело итоги работы института. Разработано и передано в НАСА 34 завершенных проекта по сохранению здоровья и работоспособности астронавтов. 415 ученым впервые предоставлена возможность применить свои исследования для разработки средств защиты от многих рисков для здоровья в космосе. Привлечены негосударственные инвестиции на общую сумму $9,5 миллионов. В следующие 6 лет институт создаст цифровую платформу для моделирования условий космического полета, которая позволит исследователям моделировать и тестировать новые медицинские технологии без необходимости покидать Землю. Наконец, институт признает, что будущее освоение космоса должно коснуться всех. Институт будет использовать технологию тканевых чипов для вывода различных человеческих клеток на лунную орбиту в рамках исследовательских миссий Артемида. Эти персонализированные аватары расширят возможность отслеживания воздействия космического излучения и микрогравитации на мини-органы, полученные из стволовых клеток человека от разных людей.
Помимо этого, НАСА рекомендовали ускорить разработку космических ядерных двигателей, если агентство хочет использовать их для полетов людей на Марс в следующие 2 десятилетия, говорится в отчете Комитета национальных академий. Национальные академии считают, что подходы как ядерной тепловой тяги, так и ядерной электрической тяги должны преодолеть значительные препятствия для их использования в теоретической высадке человека на Марс в 2039 году. Первая миссия планетарной защиты направлена на то, чтобы изменить орбиту астероида за счет кинетического удара в меньшую часть двойной системы астероидов Дидимус. Звучит неплохо, правда? Прям как в фильме «Армагеддон». В своем предэкологическом обзоре, проведенном 7, 8 и 11 января, команда DART представила всесторонний обзор миссии группе экспертов НАСА и APL. После завершения обзора миссия получила зеленый свет на продолжение экологических испытаний. Аппарат был перемещен в термовакуумную камеру, где он проведет весь следующий месяц, подвергаясь воздействию экстремальных температур при подготовке к условиям, с которыми он столкнется в космосе. После завершения этих испытаний в начале весны космический корабль будет оснащен легкими выдвижными солнечными батареями и единственным прибором под названием Драко – астероидной камерой для дополнительных испытаний на вибрацию и удар. Запуск аппарата запланирован на конец этого года на ракете Falcon 9 с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Новый рекорд, связанный с компанией SpaceX. На данный момент Crew-1 является самой продолжительной американской миссией за все время. Астронавты находятся на МКС уже более 110 дней. Предыдущий рекорд в 84 дня держался 47 лет. Это была последняя миссия на станцию Skylab. Сборка модуля Halo началась. Thales Alenia Space в сотрудничестве с генеральным подрядчиком Northrop Grumman открывает новую веху в освоении Луны. На кадрах перед вами сварка двух компонентов – кольца и цилиндра для Halo. Это можно считать началом сборки основной конструкции модуля. Сам Halo основан на компоновке кораблей Cygnus, которые снабжают МКС уже долгое время. Также Thales Alenia Space была выбрана Европейским космическим агентством в качестве генерального подрядчика для 2 модулей, предназначенных для Gateway. И, наконец, компания Axiom Space выбрала Alenia в качестве поставщика 2 модулей своей будущей коммерческой космической станции. Подтверждено, что правительство Китая официально одобрило сверхтяжелую Long March 9, которая будет использоваться для выведения миссий по исследованию Луны, доставки образцов с Марса и пилотируемых миссий по исследованию Марса. В отрывке из интервью CCTV заместителя директора Китайского национального космического агентства говорится, что основное предназначение новой ракеты – это обеспечение посадки на Луну или Марс с экипажем, который страна может предпринять. По словам китайских официальных лиц, запуск состоится в 2030 году. Это согласуется с предыдущими оценками сроков. Планируется, что ракета будет выводить 140 тонн на ноу и 50 тонн на переходную орбиту к Луне. Это будет огромная ракета с центральным блоком диаметром 10 метров и боковыми ускорителями диаметром 5 метров. Китай также хочет со временем сделать ракету частично многоразовой. Многоразовость нынче определенно в моде. Blue Origin переносит первый запуск своей ракеты New Glenn на конец 2022 года из-за потери ключевого контракта с Пентагоном в прошлом году. Компания проиграла ULA и SpaceX, которые были выбраны в качестве операторов космических запусков национальной безопасности с 2022 по 2027 год. По словам руководства, New Glenn будет снова готов к участию в 3-й фазе, когда следующий контракт будет выставлен на торги в 2024 году. Компания завершила тестовую версию 7-метрового обтекателя вместе с адаптером полезной нагрузки, который будет испытан позже в этом году. У Blue Origin есть модель первой ступени на заводе во Флориде, которую наблюдатели видели в начале месяца. Компания также завершает строительство новых объектов на LC-36, бывшей стартовой площадке Atlas, которую Blue Origin получила в 2015 году. Сейчас завершаются основные строительные работы на площадке, начинаются проверки. Ожидается, что в следующем году она будет сдана в эксплуатацию. Одна только эта площадка обошлась компании в $1 миллиард, что входит в $2,5 миллиарда общих инвестиций Blue Origin. Туда же вошли траты на завод недалеко от космического центра Кеннеди и завод двигателей, который компания завершила год назад в Хантсвилле. Компания Relativity Space разрабатывает полностью многоразовую ракету, которая по мощности и возможностям будет не уступать ракетам Falcon 9 от SpaceX.
Terran-R – первый из нескольких новых проектов, которые, как ожидает Элис, Relativity представит в следующем году. Компания собрала более 680 миллионов долларов с момента своего основания 5 лет назад. Как и Terran-1, еще одна ракета от компании, которую они планируют запустить позже в 2021 году. Relativity будет создавать Terran-R с 90% деталей, изготовленными посредством аддитивного производства, используя крупнейшие в мире 3D-принтеры, которые Элис, директор компании, называет фабрикой будущего. Terran-1 оценивается в 12 миллионов долларов за запуск и рассчитан на доставку 1250 килограммов на низкую околоземную орбиту. Таким образом, Terran-1 находится в середине американского рынка запуска, между Electron от Rocket Lab и Falcon 9 от SpaceX, как по цене, так и по возможностям. Элис сказал, что Terran-R будет способна выводить почти в 20 раз больше полезной нагрузки, чем Terran-1, а Relativity нацелена на ракету, способную вывести на низкую околоземную орбиту более 20 тысяч килограммов. Что ж, Relativity не скромничает и строит весьма амбициозные планы, а мы рады поделиться с вами такой любопытной информацией и очень хотим узнать ваше мнение относительно заявлений компании. Ссылка на полный текст статьи в описании. Rocket Lab приближается к сделке по публичному размещению через слияние со специализированной компанией Vector Acquisition, которая оценила компанию по запуску малых спутников в 4 миллиарда долларов, включая долги, сообщает Wall Street Journal. Среди спонсоров Rocket Lab был оборонный гигант Lockheed Martin. Этот стартап уже запустил 97 спутников для государственных и частных компаний, для приложений, которые включают исследования и связь. Ожидается, что сделка Rocket Lab с Vector будет включать дополнительные средства в размере около 470 миллионов долларов в виде так называемых частных инвестиций в публичный капитал от инвесторов. Также ожидается, что Rocket Lab будет использовать выручку от сделки для финансирования разработки 8-тонной ракеты-носителя «Нейтрон» средней грузоподъемности, чертежи которой компания представила недавно на своем официальном сайте и предназначенной для спутниковых мегагруппировок, космических миссий и коммерческих космических полетов, говорится в сообщении. Ракета «Нейтрон» средней грузоподъемности будет представлять собой двухступенчатую ракету-носитель высотой 40 метров с обтекателем диаметром 4,5 метра и грузоподъемностью до 8000 килограммов на низкую околоземную орбиту, 2000 килограммов на Луну и 1500 килограммов на Марс и Венеру. На «Нейтрон» будет установлена первая ступень многоразового использования, предназначенная для посадки на океанскую платформу, что позволит обеспечить высокую скорость запусков и снизить затраты заказчиков на запуск. Первоначально разработанный для полезной нагрузки в виде спутников, «Нейтрон» будет также способен обеспечивать пополнение запасов на Международной космической станции и осуществлять полеты человека в космос. А помните, Питер обещал съесть свою кепку? Так вот вам еще и видеодоказательства. Приятного просмотра и поздравляем, ребят! Команда телескопа Джеймса Уэбба завершила последние функциональные испытания производительности в Калифорнии. Успешно завершились два важных этапа, которые подтвердили, что внутренняя электроника обсерватории функционирует должным образом и что аппарат и 4 его научных инструмента могут правильно отправлять и получать данные через сеть, которую они будут использовать в космосе.
В настоящее время команда готовится к следующей серии технических этапов, среди которых окончательное складывание солнцезащитного козырька и развертывание зеркала перед отправкой на стартовую площадку. Команда укладывается в график, запуск назначен на октябрь этого года. Небольшой, не извергающий пену космический аппарат может в ближайшие годы серьезно повлиять на проблему космического мусора. Российский стартап Starrocket разрабатывает небольшой автономный спутник, который будет улавливать космический мусор и выводить его с орбиты с помощью липкой полимерной пены. «Это похоже на паутину», — сказал Space.com основатель Starrocket Влад Ситников. По оценкам Европейского космического агентства, земная орбита загромождена примерно 129 миллионами обломков, 34 тысячи из которых имеют ширину не менее 10 сантиметров. Эти объекты несутся в космосе с огромной скоростью, например, 28 200 км в час на низкой околоземной орбите, так что даже крошечные осколки могут серьезно повредить спутник или космический корабль. И угроза космического мусора растет, говорят эксперты, потому что мы выводим на орбиту гораздо больше вещей, чем раньше, и цифры будут зашкаливать. С начала космической эры в 1957 году человечество запустило менее 10 тысяч спутников. Но SpaceX получила разрешение на запуск 12 тысяч космических аппаратов только для своей группировки интернет-спутников Starlink и подала заявку на разрешение на запуск еще 30 тысяч спутников. Starrocket хочет, чтобы специальный спутник в форме бочки с помощью полимерной пены помог нам избежать тюрьмы. 50-килограммовый спутник будет выпускать решетку из пены при приближении к обломкам мусора, захватив как можно больше таких обломков. Атмосферное сопротивление будет воздействовать на заключенный в оболочку мусор, отправляя его на уничтожение в атмосфере Земли. НАСА резко взвинтила цены, которые взимаются с коммерческих пользователей МКС за грузы и другие ресурсы. Этот шаг сбил с толку и разочаровал некоторые компании. После отмены субсидий цены на услуги значительно выросли. Стоимость транспортировки 1 килограмма груза до станции выросли с $3000 до $20 000. Стоимость возвращения килограмма обратно со станции выросла с $6000 до $40 000. 1 час рабочего времени экипажа в коммерческих целях, который раньше стоил $17 500, теперь стоит $130 000. Это внезапное повышение цен вынудило NanoRex приостановить переговоры с 2 потенциальными клиентами, которые отказались от сделок из-за повышения цен. Повышение цен в первую очередь связано с бюджетом на 2021 год, где на коммерциализацию околоземной орбиты выделили лишь $17 миллионов из $150 миллионов. НАСА также запрещается использовать бюджет для субсидирования любого проекта, который в первую очередь предназначен для маркетинговых, рекламных или развлекательных целей. Ну а на этом у нас все, друзья. Надеемся, вам было очень интересно и полезно с нами. Если да, то, пожалуйста, поставьте свой лайк, поделитесь с друзьями, нам будет очень приятно. А также можете поставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск новостей и другие видео на нашем канале. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.